Привет! Это рекомендации Тостер по выбору бытовой техники. Коротко, насколько это возможно, о самом главном. Мы уже рассказывали в таком формате о том, как выбрать беспроводной пылесос, электрический гриль, мультиварку или посудомойку. Все ссылки внизу в описании. В этот раз разбираемся с электрическими духовками. Здесь многообразие. На обычную кухню, как правило, берут так называемую полноразмерную или стандартную духовку. Ширина таких 60 сантиметров, высота 55-60 и глубина около 60. Если нужно сэкономить место или дизайн требует нетривиальных решений, а чаще то и другое, тоже есть варианты. Компактные духовки меньшей высоты, около 45 сантиметров, а узкие, соответственно, уже стандартных. Ширина 45-50 сантиметров. Наоборот, если место на кухне позволяют, если большая семья, много готовки, есть модели шириной 90 сантиметров. Поскольку речь идет о встраиваемых моделях, нужно понимать, что размеры духовки не равны размерам ниши для встраивания. Инсталляцию духовки в мебельный профиль лучше доверять профессионалам. У стандартных духовок шириной 60 сантиметров объем рабочей камеры может доходить до 77 литров, но у большинства моделей около 70 литров. Для повседневных кулинарных нужд и процессов такого объема вполне хватает. Если уж у вас, опять же, большая семья, много готовки или часто приходится готовить, габаритные такие продукты большие лучше не выискивать дополнительные несколько литров, а сразу купить более объемную духовку шириной 90 сантиметров. Если, конечно, место на кухне позволяет. Тут объем рабочей камеры может доходить до почти 120 литров. Это уже заметная разница. У компактных и узких духовок объем, соответственно, меньше – 45-50 литров, в зависимости от модели. Нужна ли конвекция в духовке? Мой ответ – нужна, но только реальная. Это когда не только вентилятор в задней стенке духовки, но и кольцевой нагреватель вокруг него. Только в этом случае вы сможете одновременно готовить на 2, 3, а порой и 4 уровнях духовки. Причем зачастую это могут быть разные продукты, блюда. Мы проводили эксперименты, запахи не смешиваются. И все приготовится. И при этом, благодаря обдуву горячим воздухом, можно выставить температуру пониже. Да и времени готовка с циркуляцией горячего воздуха займет меньше. Это все экономит электроэнергию. Процентов до 30 может доходить экономия. Но, конечно, все зависит от конкретики готовки. Я настаиваю, реальная конвекция, когда вокруг вентилятора в духовке кольцевой нагреватель, это действительно круто. Когда только вентилятор, а кольцевого тена нет, не то. У вас другое мнение? Welcome в комментарии. Классика – нагрев сверху и снизу. Этот режим точно будет в вашей духовке, и с его помощью, по сути, готовится много чего, почти все. Но если есть реальная конвекция, то она часто сможет этот режим заменить. Гриль. Этот режим часто разделен. Можно включить внутренний контур верхнего тена. Это малый гриль, его можно попробовать использовать или для грилирования небольших порций, но лучше для получения хрустящей корочки у разных продуктов и блюд. А вот чтобы по-настоящему зажарить мясо или еще что-то, нормально грилировать, надо использовать большой гриль. В этом случае работают и наружный, и внутренний контуры верхнего тена. Гриль с конвекцией. Многим пригодится этот режим. По сути, это прокачанная версия вертела, только удобнее в использовании и без удорожания духовки. В этом режиме для приготовления чего угодно нужно использовать решетку, установив ее на среднем уровне. Режим с вентилятором, кольцевым нагревателем и нижним нагревом. Часто производители его называют режимом для приготовления пиццы. И в этом есть доля правды. Пиццу с его помощью можно приготовить, но только замороженную или еще что-нибудь замороженное, пирог какой-нибудь. В общем, он хорош для замороженных полуфабрикатов, которые не нужно размораживать перед приготовлением.
Отмечу еще, пожалуй, режим, когда работает кольцевой нагреватель, вентилятор и верхний тен. Он подойдет для запекания больших кусков мяса, целой индейки, в общем, объемных продуктов. Расстойка теста. Модный в последнее время низкотемпературный режим, он пригодится тем, кто увлечен выпечкой. В духовке создаются и поддерживаются правильные условия для подъема теста. Это удобно, не надо ничего в этом плане придумывать за пределами духовки. Вообще, режимов в современной электрической духовке может быть сколько угодно. Тут, конечно, все зависит от фантазии маркетологов конкретного производителя, конкретного бренда. Вот, например, режим размораживания. Работает только вентилятор. Получается обдув продуктов воздухом, чуть более теплым, чем комнатный. И поэтому, дескать, они бережно размораживаются. Не все знают, кстати, но этот режим часто рекомендуют для размораживания овощей или фруктов, а не для мяса, например. И напишите в комментариях, вы им хоть раз пользовались, если он есть в вашей духовке. И как результат? Раз уж мы заговорили про режимы работы духовки, то, конечно, нельзя не вспомнить о главной моде последних нескольких лет, такой духовочной моде – паре в духовке. Парой для пышности выпечки хороший, мясо с ним получается более сочным, потому что компенсируется потеря собственных соков продуктами при нагреве. Простейший способ организовать в духовке пар на начальном этапе приготовления – это поставить в нижней части миску с водой или налить немного воды в углубление на дне рабочей камеры. Иногда под ним есть даже специальный нагреватель, чтобы пар лучше образовывался, хотя он и так образуется обычно нормально. Но реальная духовка с паром – это та, в которой предусмотрен отдельный парогенератор, и подача пара, например, может происходить при разной температуре приготовления. Пар может подаваться в определенный момент приготовления, когда он реально необходим и польза от него максимальная. То есть, если хотите экспериментировать, если увлечены кулинарией и хочется реально крутых кулинарных результатов, нужна духовка со встроенным парогенератором. Но такие ощутимо дороже. В обычной, даже при наличии какой-нибудь отдельной паровой программы или режима нагрева с паром, пар только в начале приготовления. Недорогие электродуховки, они с электромеханикой. Впрочем, есть и дорогие с ней. Здесь поворотные регуляторы, выбор температуры, установка режима нагрева, бывает еще таймер, часто без отключения самой духовки. Когда управление электронное, есть возможность более точно контролировать температуру в духовке, реализовывать автопрограммы приготовления для разных продуктов и блюд. Это, кстати, очень удобно, помогает сэкономить время, а еще тем, кто готовит не очень хорошо, получить хороший кулинарный результат. Дисплей помогает визуализировать управление, делает его понятнее и проще. А еще электронная начинка дает возможность, например, организовать удаленное управление духовкой со смартфона. Тут основной плюс в том, что можно со смартфона отправлять в духовку нужные настройки для приготовления тех или иных продуктов и блюд. А что касается удаленного включения, эта возможность удаленно, как правило, ограничена. Все же прибор нагревательный, и для безопасности предполагается, что включение нагрева возможно только непосредственно с панели управления. Современный стандарт – обычный универсальный противень, глубокий противень, решетка для запекания и все. В целом этого хватает для основных кулинарных нужд и процессов, но всегда можно докупить чего-нибудь еще. Аксессуаров для духовок продается море. От разных противней, включая стеклянные, до камней для выпечки, пиццы и комплектов пароварок и много чего еще. Хорошо, если в духовке предусмотрены съемные металлические направляющие для противней. Это и удобство использования, и удобство ухода за рабочей камерой. И телескопические направляющие для противней, когда они есть в комплекте, хотя бы для одного уровня,
Это супер, опять же, для удобства и для безопасности. Противень легко выдвигать из духовки и задвигать обратно, ничего не перевернется. Есть духовки, где просто эмаль в рабочей камере. Иногда это так называемая эмаль легкой очистки. Но в целом тут смысл в том, что вы просто периодически очищаете духовку обычным способом, губкой и моющим средством. Каталитическая очистка – это уже специальные панели с покрытием катализатором. Такая панель, она обычно вот на задней стенке духовки, там, где вентилятор. Потому что тут больше пачкается в процессе циркуляции воздуха. В моделях подороже могут быть эти панели и на боковых стенках. Жир, как основной загрязнитель духовки, собирается в пористом покрытии и расщепляется благодаря катализатору и окислению на воду и сажу. И происходит это все при температуре 140-200 градусов в момент готовки. Ничего отдельно не нужно включать. Это максимально энергоэффективная технология. В итоге жировых загрязнений в духовке заметно меньше. Очищать ее проще, но это не значит, что этого совсем не нужно делать. Каталитическая панель эффективно служит лет 5, потом лучше ее поменять. В некоторых дорогих духовках такие панели двухсторонние. Пиролитическая очистка духовки – это попросту выжигание загрязнений при высоких температурах, около 450-500 градусов. После того, как духовка остынет, сажа просто удаляется из духовки, чем угодно, влажной салфеткой. Сейчас таких духовок на рынке немного. Технологию не назовешь энергоэффективной, да и саму духовку она делает дороже, хотя сама по себе такая очистка достаточно эффективна. Еще один способ очистки духовки – паровой. Это может быть отдельная функция в духовке с настройками по умолчанию, или же можно организовать все самостоятельно, налив в миску или противень немного воды и включив минут на 30 температуру градусов 50-90. Благодаря мягкому теплу и парообразованию загрязнения на стенках духовки размягчаются, и их легко удалить. В случае с дверцей духовки речь прежде всего об остеклении. В большинстве духовок сейчас дверцы с 2-3 стеклами. 3 стекла в целом лучше, чем 2, меньше теплопотери во время готовки, выше энергоэффективность духовки. Плюс температура наружного стекла пониже, минимизирован риск обжечься. 2 внутренних стекла съемные, чтобы их легко было очистить от загрязнений или заменить. Бывают модели с 4 стеклами, но они редко встречаются в продаже, и это обычно модели с пиролизом. Сама дверца в некоторых духовках, даже в не очень дорогих, может быть с доводчиком. Его наличие смягчает закрывание дверцы, все происходит без удара о корпус. Плюс, если усилия недостаточное, так редко, но бывает, дверца все равно закроется, духовка не останется приоткрытой. Чем дороже духовка, тем, как правило, более качественные доводчики стоят, позволяющие закрывать дверцу максимально плавно и безопасно. Я рассказал о самом главном, на что стоит обратить внимание, выбирая электрическую духовку. Мы говорили о классическом формате духовки, хотя существуют, например, духовки 2 в 1, когда к нагреву добавляется еще функция микроволн. Такие модели пригодятся, если не хочется захламлять кухню лишним прибором, отдельной микроволновкой, если она не вписывается в общий вид, в свежий ремонт, например. Это дорогие модели и, как правило, компактные. В принципе, это хороший вариант и для маленькой кухни, конечно, хотя изначально они для этого не создавались. В таких духовках есть отдельно режимы нагрева и микроволн, плюс комбинированные, что в некоторых случаях может ускорить приготовление и даже может быть полезно непосредственно для кулинарных результатов. Да и не забывайте, что электрическая духовка – это
Нагревательный прибор с высокой мощностью подключения к электросети, требующий соблюдения определенных правил при монтаже. Обязательно отдельная силовая линия электропитания с заземлением. Действуйте при монтаже в соответствии с инструкцией. Лучше, конечно, доверять все это профессионалам. Если вам есть что добавить о духовках, это очень круто. Приходите в комментарии. У нас на канале есть целый плейлист, кстати, с обзорами и тестами разных духовок. Посмотрите, ссылку дадим внизу в описании. Канал о домашней технике Тостер – это реальные обзоры и тесты бытовой техники, плюс полезные рекомендации. Подписывайтесь на нас, а еще заходите на сайт Тостер.ру и подписывайтесь на Тостер в Яндекс.Дзене. Там не только наши видео, но и много другой интересной информации о доме и быте. Если что, у нас в Телеграме канал есть. Все нужные ссылки внизу в описании видео. До новых обзоров и тестов. Пока!